Ни Рим, ни Вена, ни Амстердам, ни город из рекламных обещаний, но что-то здесь осталось по углам, за слоем лет, легенд и расстояний. Драконы, мост, туристы и кафе. Казалось бы, обычная столица. Но после той весны в своей судьбе он заново открыл свои страницы. Говорят, Любляна – маленький, милый городок. Но никто не говорит о том, что он помешан на драконах. Я исследую города на необычное. И мне кажется, здесь я надолго. Символ дракона можно встретить на плитке на вокзале или на люках, или на флаге, на банке пива, на мосту, в замке, да даже просто на ковриках или вывесках магазинов. Откуда вообще он взялся и почему именно дракон? По легенде, герой Ясон, персонаж греческой мифологии, который украл золотое руно у царя Колхиды, возвращался домой с командой аргонавтов. Они плыли по рекам через всю Европу и где-то здесь, у болотистого озера, встретили чудовище. Ясон его убил, аргонавты основали город на этом месте. Меня удивляет, что Ясон – вымышленный персонаж, но город реальный, и выбрал символом не героя, а дракона, убитого дракона. В городе действительно много драконов, очень много. Но знаете, в чем штука? Большинство из них почему-то оказались в сувенирных магазинах. И у меня сложилось впечатление, что это немного преувеличенный туристический крючок. Немного это я мягко говорю. Пока я ходила по городу, меня не покидало ощущение, что здесь все слишком цельное, слишком новое для такого старого места. И я начала копать и выяснила, почему. В 1895 году землетрясение снесло половину Любляны. Город отстроили заново, быстро, красиво, по единому плану. Чистый лист. И на этот чистый лист пришел один человек. Вы можете себе представить человека, который решил, что его город должен стать произведением искусства, и потратил на это 35 лет своей жизни? Его звали Йожи Плечник, славянский Гауди. Он изменил Любляну настолько, что она стала похожа на огромную гостиную. 1929 год. Любляна – пыльная провинция после землетрясения. Плечник возвращается из Праги, где он восстанавливал град, и делает нечто странное. Вместо того, чтобы снести старый узкий мост, он пристраивает к нему два новых – веером. Зачем? Власти в ярости. Это дорого и бессмысленно. Но у Плечника был план. Он хотел превратить мост из пути А в Б, в городскую площадь над водой. Он сшивал части города, заставляя людей замедляться. Посмотрите, перила выполнены из белого бетона, а не из традиционного чугуна. Форма балясин похожа на античные сосуды. И на мой взгляд, ограждения выглядят очень легко, напоминая чем-то венецианские террасы. Это здание – главный шифр Плечника. Снаружи оно кажется грубым, с вкраплениями старых камней. И это не случайность. Он использовал те же камни, что и римляне, когда строили город 2000 лет назад. Как будто вшил историю прямо в стены. Посмотрите на эти окна. Видите эти выступы? Масонские символы или просто книги, расставленные на полках? Плечник не оставил ответа. Поражает, что он проектировал эту библиотеку 10 лет. Над боковым входом статуя Моисея, того самого, который вывел людей из темноты к свету. Плечник и здесь не случайно выбрал именно его. Он был аскетом, не был никогда женат. И говорят, он сублимировал все свое нерастраченное чувство в эти стены.
Прежде чем зайти вовнутрь, посмотрите на ручку двери. Это Пегас, крылатый конь из греческой мифологии, символ вдохновения и знания. Плечник спроектировал его сам. Каждый, кто входит в библиотеку, берется за крылатого коня. Случайностей у него не было. Темный холл. Глаза не сразу привыкают. И вот она, черная лестница. 32 колонны из черного мрамора, добытого здесь же, в Словении. Плечник выбирал каждый камень лично. Идя наверх, с каждым шагом становится светлее. И это не случайно, это замысел. Тьма внизу – невежество. Свет наверху – знание. Он строил не библиотеку, он строил храм. Мне кажется, что это не просто архитектура в обычном смысле. Это тотальное произведение искусства. Интересный факт, что архитектор не любил просто здание. Ему нравилось ощущение движения человека через пространство. Он любил придумывать, как человек будет двигаться по городу. Длинные аллеи, симметрия, оси, колонны, постепенное открытие вида – это очень его стиль. И хорошо это чувствуется в парке Тиволи. Я шла по длинной прямой линии, и дворец постепенно появлялся впереди, почти как театральная сцена. Тиволи – самый большой парк Любляны. 5 квадратных километров прямо в центре города. Леса, пруды, дворцы, спортивные площадки. Местные бегают здесь по утрам, гуляют с собаками, сидят на скамейках с кофе. Я прочитала, что в нынешнем виде он появился в 1813 году, когда город был столицей французских провинций Наполеона. Его спроектировал французский инженер Жан Бланшар, то есть главный парк словенской столицы появился благодаря французам. А когда Плечник перестраивал Любляну, он не просто рисовал отдельные здания, он создал ось города от центра Любляны через улицы, затем через парк и дальше к дворцу Тиволи. Пока Плечник связывал воедино Любляну, я попыталась сделать то же самое с этим моим каналом. Поэтому видео собраны в плейлисты по странам. Загляните туда, возможно, именно там найдется город, о котором вы даже и не думали. Я уже начала думать, что Любляна слишком правильная, слишком аккуратная, слишком хорошо спроецированная. Но потом я вышла к центральному рынку. И мне показалось, что я провалилась в машину времени. Этот рынок не гламурные фермерские прилавки с авокадо за 5 евро. Фрукты, овощи здесь такие, что забываешь про супермаркеты. Настоящие, кривые, пахнут солнцем и землей. Продавцы громко зазывают, шпорят, шумят. Халаты, как у моей бабушки, и горы тряпок, которые пахнут нафталином. У меня дежавю. Атмосфера базара с моего детства, где можно купить все. От лифчиков до саженцев роз. Не знаю, возят ли до сих пор вещи из Турции или Китая мешками, как в 90-е, но дух остался. Сижу, ем горох и радуюсь, как ребенок. Потому что в Германии у нас его днем с огнем не сыщешь. А тут он еще, посмотрите, чернобыльский. Кстати, на рынке колонны, аркады и эту длинную галерею тоже проектировал Плечник. Он хотел, чтобы рынок стал частью городской жизни, а не отдельным местом для торговли. Насмотревшись на грибные прилавки, я решила, что пора переходить от теории к практике. Поэтому следующим пунктом программы стала традиционная славянская кухня. И знаете, вот бывают блюда, которые красиво выглядят на фотографии, а бывают те, после которых хочется заказать вторую порцию. И этот грибной суп в хлебе оказался из второй категории. Ароматный, густой, с огромными кусками грибов. А хлебная тарелка в какой-то момент сама стала частью блюда. В общем, борьба за культурное наследие Любляны временно проиграла борьбе за последний кусочек хлеба.
После такого обеда оставалось только одно – снова идти гулять. Тем более, что в городе почти невозможно пройти 10 минут и не наткнуться на очередную деталь. Это Чевлярский мост, сапожный мост. Когда-то здесь торговались сапожники, а сегодня это одна из самых узнаваемых работ кого? Плечника. Он даже это место, где просто продавали обувь, превратил в маленькую городскую сцену. Ну, как по мне, так обычно мост нужен для того, чтобы просто перейти с одного берега на другой. Но Плечник, кажется, с этим был не согласен. На первый взгляд колонны выглядят как-то по-древнему, что ли, дорого. Но если подойти ближе, становится понятно, что архитектор немного схитрил. Он создал впечатление величия с помощью довольно простых материалов. И когда смотришь со стороны, колонны стоят не по краям, как фонари, а образуют что-то вроде открытой колоннады. И из-за чего, мне кажется, мост выглядит как продолжение городской площади. На самом деле, мне сложно было составить о Любляне однозначное мнение. Многие ее называют чистой, зеленой, тихой столицей Европы. И я бы сказала «да», но не всегда. Здесь действительно много зелени, ухоженные набережные, тенистые парки и улицы, по которым приятно просто погулять без цели. Иногда город кажется почти провинциально спокойным, а иногда набережные заполняются туристами настолько, что о тишине уже и не вспоминаешь. Но бывает, что свернешь куда-то с туристического маршрута и появляются старые фасады с облупившейся штукатуркой, граффити, заброшенные уголки и люди, которым давно не до туристических достопримечательностей. Но вот такое я точно не понимаю. Если вы со мной согласны, что это отвратительно, дайте сигнал, поставьте лайк. Думаю, тем, кто бывал в Европе, сложно представить, что так может выглядеть бутик. Зато я, как турист, быстро оценила местные мелочи. Бесплатные питьевые фонтанчики по всему городу, бесплатные общественные туалеты. Я гуляла по Любляне, и у меня постоянно в голове крутился один неудобный вопрос. Плечник проектировал мосты, проектировал площади, проектировал парки, рынки. Но можно ли спроектировать не только город? Можно ли спроектировать его душу? Потому что душа города – это не только архитектура. Это люди на рынке, граффити на старых стенах, бесплатный фонтанчик в жаркий день, странная скульптура, которую никто не замечает, туристы на набережной. Я думаю, все-таки душу города нельзя спроектировать, но можно создать место, в котором она сможет появиться. И кажется, именно это Плечнику удалось лучше всего. Что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. И, кстати, если он смог спроектировать целый город, то вы точно справитесь с кнопкой «Захайпить». И я вам буду очень благодарна. Дороги этого города привели меня к дому архитектора. Дом, в котором он жил. Удивлены? И я тоже. Потому что после всех мостов, площадей, библиотек я ожидала увидеть что-то гораздо более внушительное. Но именно здесь я поняла, что для Плечника город был намного важнее собственного дома. Он посвятил Любляне десятилетия своей жизни и здесь же провел свои последние годы. А история Любляны на моем канале еще не заканчивается. В следующем видео покажу, чем этот город меня сумел, как туриста, действительно удивить. И расскажу вам еще об одном моем первом и очень интересном опыте. А если есть желание поддержать мой канал, буду очень благодарна и рада вашему супер спасибо. Драконы есть, мосты на месте и город полный судеб и страниц. Но неудобный мой вопрос, как прежде, не знает ни ответов, ни границ. Быть может, душу города не строят ни парк, ни библиотека, ни мосты. Прочувствовать ее лишь сможет, кто был со мной, лишь я и ты.